Когда затерянная подводная лодка Второй мировой войны наконец была обнаружена, эксперты заглянули внутрь и закричали от ужаса. Прошло 75 лет, но они не могли поверить своим глазам, увидев, что находится в подводной лодке, которая была потеряна много лет назад. Мрачные глубины Восточно-Китайского моря молча скрывали секреты, лежащие в забвении более 7 десятилетий. В один жаркий июньский день 2019 года исследовательское судно RV Petrel рассекало волны, а его экипаж был напряжен в ожидании. Среди них стоял Тим Тейлор, известный подводный исследователь, на чьем обветренном лице были видны следы бесчисленных экспедиций. Его острые и сфокусированные глаза сканировали горизонт, словно пытаясь заглянуть сквозь вуаль океана. «Мы приближаемся к координатам!» — крикнула доктор Сара Чен, главный морской археолог команды. Ее голос слегка дрожал, выдавая всю серьезность момента. Тейлор кивнул, его челюсть сжалась от решимости. «Приготовьтесь к запуску АУФ», — приказал он, имея в виду автономный подводный аппарат, который станет их глазами под водой. Пока экипаж суетился, готовя высокотехнологическую подводную лодку, мысли Тейлора возвращались к событиям, которые привели их сюда. Это был долгий и извилистый путь, полный ложных стартов и тупиков, но теперь, вооруженные новой информацией и передовыми технологиями, они стояли на пороге решения одной из самых стойких тайн Второй мировой войны. АУФ погрузился в воду с едва заметным всплеском, его гладкая форма исчезла под поверхностью. На борту Petrel все глаза были прикованы к мониторам, отображающим сигнал с аппарата. Часы шли, и напряжение в воздухе становилось все гуще с каждой минутой. Внезапно в комнате управления раздался вздох. «Контакт!» — воскликнула Чен, указывая на расплывчатую форму, появляющуюся на экране примерно на глубине 460 метров. Курс 0,30. Тейлор наклонился вперед, его сердце забилось сильнее, когда изображение стало четче. Несомненный силуэт подводной лодки материализовался. «Боже мой!» – прошептал он. «Мы нашли ее». USS Greyback, пропавшая без вести 75 лет, была обнаружена. Но когда АУФ начал кружить вокруг обломков, захватывая изображение высокого разрешения, первоначальная эмоция уступила место ползущему чувству ужаса. Что-то было не так. «Тим, ты должен это увидеть!» – закричала Сара Чен. Ее голос дрожал. Тейлор направился к ее станции. Его брови нахмурились, когда он смотрел на кадры. Корпус Грейбека в основном был целым, что свидетельствовало о качестве конструкции. Но возле командной рубки зияла огромная рваная дыра, как рана. Когда реальность их открытия начала доходить до него, ум Тейлора вернулся к началу этого пути. Проект Lost 52, организация, посвященная поиску 52 американских подводных лодок, потерянных во время Второй мировой войны, финансировала операцию по спасению. Это было больше, чем просто поиск затонувших судов. Это была миссия по предоставлению ответов семьям, которые ждали десятилетиями вестей от своих пропавших родственников. История USS Greyback, как и многих других, была историей доблести, жертвенности и жестоких неопределенности войны. Возвращение к дням, когда Greyback был чем-то большим, чем просто именем на мемориале, это было необходимо для понимания того, что лежало на дне моря. Эта история началась 3 апреля 1940 года на шумных верфях в Гроттоне, Коннектикут. Компания Electric Boat, уважаемое учреждение с гордой историей строительства подводных лодок, заложила киль того, что станет USS Greyback. Она должна была быть одной из 12 подводных лодок класса Тамбер, разработанных как самые передовые подводные суда своего времени. Пока Вторая мировая война бушевала по всей Европе, Соединенные Штаты готовились к возможности вступления в конфликт. Greyback, обозначенный SS-28, был частью этой подготовки. 31 января 1941 года она скользнула в воды реки Темс, крещенная миссис Уилсон Браун, женой контр-адмирала Уилсона Брауна. 5 месяцев спустя, 30 июня, Greyback был введен в состав военно-морских сил США под командованием лейтенанта Уильяма Сондерса. В течение следующих нескольких месяцев Greyback и ее экипаж проходил интенсивную подготовку и обкаточные круизы в водах у Лонг-Айленд-Саунд. Мало кто мог предположить, что их навыки вскоре будут подвергнуты самым суровым испытаниям. Японская атака на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года вовлекла Америку в войну. К февралю 1942
1942 года Грейбек уже направлялся к Пёрл-Харбору, готовый присоединиться к битве на Тихоокеанском театре военных действий. В течение следующих 2 лет Грейбек заработал репутацию одной из самых успешных подводных лодок ВМФ США. Она завершила множество патрулей под командованием лейтенанта-командера Джона Андерсона Мура, потопив множество вражеских судов и сыграв важную роль в военных усилиях с союзниками. Но именно 10-й патруль Грейбека навсегда вписал ее в военно-морскую историю. 28 января 1944 года под командованием лейтенанта-командера Джона Андерсона Мура Грейбек покинул Пёрл-Харбор для выполнения своей последней миссии. Почти месяц подводная лодка патрулировала воды Восточно-Китайского моря, наводя ужас на японских моряков. 24 февраля она сообщила о потоплении 2 грузовых судов. На следующий день поступило еще одно сообщение. Грейбек повредил японский транспорт с войсками и потопил танкер. Это были последние слова, услышанные от отважного экипажа Грейбека. Дни превратились в недели, но подводная лодка не вернулась на запланированное совещание на Мидуэй. 30 марта 1944 года ВМС США с неохотой объявили Грейбек пропавшим без вести вместе с ее экипажем из 80 человек. Для семей этих 80 моряков жизнь стала бесконечной вахтой. Матери, отцы, жены и дети цеплялись за надежду, молясь о чуде, которое вернет их близких домой. Но с течением времени надежда угасала, уступая место неопределенности, которая преследовала поколение. Одной из таких семей была семья Реймонда Паркса, молодого моряка из Огайо, который вступил в военно-морской флот с мечтами о приключениях и служении своей стране. Его племянница Глория Харри выросла и слышала истории о храбрости и жертвенности своего дяди. «Он всегда был для нас больше, чем жизнь», — сказала она. Позже вспоминала, но всегда была эта грусть, эта пустота, которая оставила его исчезновение. Десятилетиями судьба Грейбека оставалась загадкой. Исторические записи ВМС США определяли последнее место пребывания подводной лодки примерно к юго-востоку от Окинавы на основании японских военных записей. Но несмотря на многочисленные поиски, следов Грейбека так и не было найдено. Затем в 2018 году пришло известие из неожиданного источника. Японский исследователь Ютака Ивасаки сделал ошеломляющее открытие, просматривая файлы императорского японского флота на базе в Цубу. Он обнаружил, что одна цифра в широте и долготе места затопления подводной лодки была неправильно переведена десятилетия назад. Эта ошибка, оказавшаяся незначительной, сбила с толку все предыдущие поисковые усилия почти на 100 миль. Вооружившись этой новой информацией, Тим Тейлор и его команда из проекта Lost-52 решили раз и навсегда разгадать загадку. Проект Lost-52, посвященный поиску 52 американских подводных лодок, потерянных во время Второй мировой войны, представлял собой кульминацию многолетней страсти Тейлора к подводным исследованиям и его глубокого уважения к военно-морской истории. Это возвращает нас к тому судьбоносному дню в июне 2019 года, когда камеры АУ впервые захватили изображение давно потерянного Грейбека. Когда первоначальный шок от открытия утих, Тейлор и его команда начали кропотливый процесс документирования и анализа обломков. Подводная лодка лежала на морском дне на глубине 450 метров. Ее корпус удивительно хорошо сохранился, несмотря на то, что он находился под водой более 70-летий. Но именно повреждения командной рубки содержали ключ к последнему моменту Грейбека. Рваная дыра, соответствующая прямому попаданию с воздуха, рассказывала историю о насилии и внезапной смерти. Судя по месту и характеру повреждений, объясняла доктор Чен, ее голос дрожал от эмоций, похоже, что Грейбек был атакован на поверхности, возможно, во время перезарядки батарей. Просматривая изображение высокого разрешения, исследователи осознали ужасную правду. Сила взрыва разорвала герметичный корпус подлодки, обнажив ее внутренности перед сокрушительными глубинами. Эксперты закричали от ужаса, увидев застывшие во времени останки экипажа Грейбека. «Боже!» – прошептал Тейлор. Его лицо покрылось потом. У них не было шансов. Изображения, раскрывающие сцены невообразимого ужаса, теперь не более чем скелеты, были все еще на своих местах. Объект был ошеломляющим. Это были не просто исторические артефакты или археологические образцы. Это были мужчины, сыновья, братья, мужья и отцы, чьи жизни трагически оборвались.
«Нам нужно немедленно связаться с военно-морским флотом», — сказал Тейлор. Через военно-морское сообщество семьи погибших подводников узнали эту новость. Это принесло горько-сладкую смесь открытия и нового горя. Глория, узнав об открытии, испытала вихрь эмоций. «Сначала я не могла в это поверить», — сказала она. Ее глаза наполнились слезами. «После всех этих лет неведения мы наконец узнали, что случилось с дядей Рэймондом и другими членами экипажа. Это ошеломляет». ВМС США быстро подтвердили открытие с Робертом Селлендом, начальником командования военно-морской истории и наследия под водой. Археологическое отделение, выпустившее заявление «Открытие USS Грейбек», закрывает трагическую главу в нашей военно-морской истории. Это позволит нам почтить жертву этих храбрых моряков и обеспечить некоторый мир их семьям. Когда береговая линия стала видна, Тейлор стоял на палубе, наблюдая за игрой солнечного света на волнах, а где-то внизу этих вод лежал Грейбек. Наконец его команда завершила свою миссию. Торжественная церемония состоялась в море над местом последнего упокоения моряков. Приехали члены семей погибшего экипажа, многие из которых были потомками тех, кто никогда не видел своих родственников, собрались, чтобы отдать дань уважения. На поверхность воды возлагали венки, они медленно погружались в сторону могилы Грейбека. Для Тима Тейлора и его команды находка Грейбека была одновременно триумфом и отрезвляющим напоминанием о человеческой цене войны. Каждая подводная лодка, которую мы находим, является частью истории, размышляет Тейлор. Но более того, это память о людях, которые служили и жертвовали собой. Мы обязаны рассказать их семьям, их истории. История USS Грейбек Discovery вызвала возобновление интереса к проекту ЛОС-52 и другие усилия по поиску пропавших без вести. Подводные лодки Второй мировой войны подчеркнули важность сохранения исторических записей и потенциал новых технологий для раскрытия давних секретов. Но, возможно, самое главное, это послужило горьким напоминанием о человеческих жизнях, стоящих за статистикой войны. У каждого из 80 человек на борту Грейбека была своя история, мечты и близкие, ожидающие их возвращения. И жертва, так долго скрытая под водой, теперь могла быть должным образом почтена. Когда новость об открытии распространилась, она вызвала волну размышлений. Характер войны и группы ветеранов памяти оценивают усилия по поиску потерянных подводных лодок, рассматривая это как способ гарантировать, что жертвы предыдущих поколений не будут забыты. Историки тоже нашли ценность в открытии, помимо эмоциональной закрытости, которую оно представляло семьям. Доктор Эмилин Тортон, военно-морской историк из Академии ВМС США, объяснила, что каждое затонувшее судно является капсулой времени, сохраняющей момент в истории. Обломки Грейбека могут много рассказать нам о подводной войне в Тихом океане. Семьи погибших моряков Грейбека объединились. Открытие открыло новые возможности для группы поддержки, связи и исцеления. Сформировалось сообщество, объединив потомков, которые делились историями своей семьи, обменивались фотографиями, вдохнув в жизнь воспоминания, которые начали исчезать со временем. Глория оказалась в центре этого сообщества. Это как бы мы все внезапно стали частью большой семьи, сказала она. Что нас объединяет, так это то, что наша общая история и жертва наших близких. Это горько-сладкое чувство, но есть утешение в знании. Значимость открытия положила начало проекту по созданию комплексного мемориала USS Грейбек. Были составлены списки экипажа для постоянной выставки в Национальном музее США Военно-морской флот в Вашингтоне, округ Колумбия. Артефакты, извлеченные с морского дна, личные вещи экипажа и интерактивные дисплеи, сообщающие историю подводной лодки. Тим Тейлор и его команда продолжили свою деятельность. «Есть еще много судов, много семей ждут ответы о своих погибших», — сказал Тейлор. «Но это также и возможность чтить этих героев и знать, что их жертвы никогда не забываются». Проходят годы, и история USS Грейбек служит мощным напоминанием о непроходящем воздействии войны и важность памяти. Храбрость тех, кто лежит внизу волны, и неумолимое стремление к истине тем, кто следует за 80 душами вечного Грейбека. Патруль закончился, теперь они отдыхают в своих океанских могилах, известные и почитаемые. Их история затеряна так глубоко под водой. Будущим поколениям будет служить примером мужества, жертвы и прочности семейных уз и наций в тихих глубинах Восточно-Китайского моря. USS Грейбек стоит молчаливым памятником цене войны и силе памяти. Новое поколение продолжает внимательно следить, стремясь раскрыть истории прошлого и почти тех, кто отдал все в служении своей стране. Открытие USS Грейбек — это больше, чем просто напоминание
Воспоминания в военно-морской истории – это мост между прошлым и настоящим, напоминающий нам о человеческих историях за каждой статистикой, каждой битвой и каждой жертвой. Пока есть те, кто помнит, ищет и чтит, наследие Грейбек и ее храброго экипажа никогда не будет забыто. Если вам понравилась история, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, выставив все уведомления, чтобы не пропустить новые интересные истории.